не должно быть, мне кажется, так, что все относятся в первую очередь друг к другу как к друзьям. Предыдущие турниры были намного хуже в этом плане. Этот турнир был прям крутой. То есть, если там нас по факту убило, то эта игра, мы ее просто сами отдали. Часто в нужный момент как раз-таки стабильности не хватало. Чувствуется такое, что будет какая-то, глобальная перестройка. То есть у меня как два пути: оставаться, либо не оставаться. Акс в новом написании все такой же Акс. 48 часов свежести нон-стоп и долгий топовый аромат. Все такой же Акс. Акс, все такой же. Что для меня мейджор? Турнир в Counter-Strike. Престижный. Очень престижный. Турнир, на котором зачастую судьбы решаются, команд и так далее. Как ни крути, это самый важный турнир. Все равно одна команда в конце счастливая, а все остальные, скорее всего, грустные. Он лечит любую фигню, которая происходит, если ты выигрываешь. Мажор, наверное, это главный турнир игрока в Counter-Strike. Цель и мечта любого начинающего игрока. И самый престижный турнир. Это как чемпионат мира по футболу. Самый важный турнир вообще в общем и целом, на который не пройти обидно и вылететь обидно. В какой форме и с каким настроем вы приехали в Китай в целом? Я думаю, что все хотели победить. Настрой ничем не отличался от предыдущих турниров. Я думаю, тут у нас в команде нет неопытных игроков, либо незамотивированных. Все хотели показать свой максимум команды, и все сделали все возможное перед матчами и так далее. У нас был ужасный сезон, эти полгода. Мне кажется, каждый из нас постарел на пару лет за эти полгода просто. Минусануло лет 5, наверное, от жизни у всех от стресса. Ехал с мыслью, что нам нужно... Я чувствовал, что у нас хорошие шансы, мы можем, если мы, словим волну и так далее. У нас, я так чувствую, что у нас больше шансов сейчас, чем, условно, 2 года назад. 2 года назад у нас вообще не было шансов. Тогда вообще ничего не понимал. Здесь я себя чувствовал намного увереннее, как команда, как игрок. Ехал в смысле, что по-любому надо побеждать, потому что плохой сезон, и будет плохо, если мы не выиграем, будет плохо. Никаких целей. Была цель выступить как можно лучше, и все. Просто выжить. Максимум. Я на все турниры так приезжаю с такой мыслью, либо победа. Для меня только победа есть на турнире, по сути, а остальное это уже... Это поражение, все остальные проиграли. Понятно, да. Да, в стандартном состоянии в целом. Как и по сезону мы двигались, преодолели много проблем, так же, как и в целом, наверное, с финальной проблемой мы справиться не смогли, с нашей стабильностью. В целом мы показывали неоднократно неплохие результаты за сезон. Выигрывали в любом случае гранды, но также и было много обидных поражений, которые не должны были случаться. Часто в нужный момент как раз-таки стабильности не хватало. Мы вышли на РМР, у нас было 5 или 6 дней перерыва. Мы вышли командой, сделали какой-то тим-диннер, погуляли. На следующий день у нас был выходной из-за того, что у нас приболел Давид. И Давид уже болел пару дней, но он словил такую легкую какую-то простуду. Мы просто тренировались и тоже заболели, я с Петей, и было очень плохо. До сих пор, я говорю, сейчас не отпустила. В принципе, все время мы тренировались, кушали, как-то проводили время вместе, куда-то выходили в город. Сначала у тебя было первую СМИБр затроллил. Да. Первая игра у меня прям вообще как будто не тут был. Прям я не целился вообще. У меня прям... вроде по базе я все свои дела по утрам перед играми все делал. Нормально подошел к матчу, зашел на ДМ, поиграл, подготовка, не подготовка. Сел за комп, начали играть 4-0. Вроде все отлично. Просто не знаю, ключевые прям закинул я. Потом, понятное дело, было время между вторым матчем посмотреть, обработать вообще, что за фигня, почему вообще на мажоре у меня такое случается. BIG 4.11, но это очень простой добор, который мы упустили, что тоже не характерно, конечно, для старого состава Virtus.pro,
Здесь уже новая обстановка абсолютно, но, к сожалению, мы упустили для себя этот шанс. Но мы играли Vertigo, как ни странно, которая до этого любая команда считала, что можно пикнуть Vertigo, если что, против Virtus.pro это 1-0. Даже после поражения было такое состояние, как будто не такое, как с Мейбрами. То есть, если там нас по факту убило, то эта игра, мы ее просто сами отдали. То есть, все было в наших руках. Потенциально это была наша игра. Мы ее просто залили и упали в 2-1, в 1-2. А почему залили? Это макро-решение? Макро-решение. То есть, индивидуально проблем не было. Ну и wildcard. Условно, мы взяли их в самую сильную карту, самую популярную. Мы понимали, что так мы легко спрогнозируем вето, так и получилось. Третье было Anubis. В целом мы вообще на третью не планировали, потому что в каком веке, вообще по каком пространстве мы можем проиграть Inferno против Wildcard? Ну, так случается. 3-9 за КТ. Inferno прям вообще что-то не то было. Просто они нас переиграли, я бы сказал. Ну, а Anubis — это вообще феерия невероятная. Снова же, если говорить о каких-то идеях, какой-то подготовке, о нашей игре, мы на 350% понимали, что на этой карте происходит. Ну, внутренняя больше коммуникация, которая необходима, которая должна как бы называться тем самым тимплеем, оно нас подвело. Ну и, соответственно, что уже, пистик, дальше все уже, ты как бы форси, не форси. Как-то мы там их чуть-чуть на экономику смогли посадить, 4 в ряд взяли. Ну и на последнем бае шоковая ситуация, там чуть-чуть ее еще могли допетлять, но там тоже, собственно, не повезло, и, соответственно, мы отправляемся домой. Поэтому, не знаю, в плане какой-то готовности играть, в плане какой-то подготовки, работа колоссальная была за сезон проведена, и в целом уверенность в том, что мы можем играть любых и проиграть любым, витала всегда, потому что возможно, есть какие-то недопонимания или же настройка конкретно синергии внутри игры, но конкретно каркас какой-то и как мы можем действовать для нас прозрачен, и, соответственно, в нем мы могли варьировать и добывать для себя результат, но это у нас не удалось. Первоочередно смотреть на результаты команды по сезону. И если сухо и объективно мыслить, мы были нестабильны, и могло произойти все, что угодно. Повторение на Бласте парижском не хотелось никому вообще. Первая ступенька была это выйти, то есть для всех. Потому что мы сами не понимаем, в каком состоянии находимся и что вообще надо делать, чтобы побеждать. Но как только мы прошли, как бы выдохнули, все, мы уже не в той ситуации, в которой были. И дальше мы старались повысить планку и поставить новую цель. Новая цель была выйти в следующую стадию, и шаг за шагом вот так вот мы, я думаю, двигались. Я думаю, что было много моментов, где не хватило больше перформанса, я думаю. То есть лично я мог очень много раундов перевернуть и помочь. Это тяжело, ну, то есть когда ты не чувствуешь вообще игру, когда ты не в игре, ты где-то берешь на себя меньше, и за счет этого у тебя и тактика может просесть. Ну, то есть все вместе. Все идет от уверенности, от того, как ты чувствуешь, как ты играешь, с кем ты играешь, ты понимаешь, что все чувствуют, что ты будешь делать, все уверены и так далее. Что про коммуникацию в команде скажешь во время игры? Да, нормальная коммуникация, все нормально было. Ну, в целом, мне понравилось, как мы... Не факт, что, как сказать, от души и так далее, но мне понравилась атмосфера, которая была в команде, типа, на этом турнире. Все равно каждый из нас хотел победить и зайти как можно дальше. И я, на самом деле, кайфанул от. Предыдущие турниры были намного хуже в этом плане. Этот турнир был прям крутой. Результат от конкретного игрока никогда не зависит. Зависит от команды, как команда себя чувствует. То есть, если брать какие-то офисные работы, там можно, типа, быть индивидуалистом. Да. Но здесь это не так. Надо все равно как-то сплочаться, пытаться общаться, взаимодействовать, чтобы потом лучше просто понимать друг друга. Да, на самом деле, оно, знаешь, я говорю, как-то, все менялось, там, мы общались много на эту тему и, типа, проводили какие-то командные разговоры, но все равно какой-то ключ, мы как будто его до сих пор не нашли, знаешь, и я уверен, что каждый, наверное, не чувствует себя, типа, в идеальном состоянии, и каждый не нашел как будто себе свое место, включая меня. Должен быть сплоченный коллектив, но
не должно быть, мне кажется, так, что все относятся в первую очередь друг к другу как к друзьям. То есть в игровом плане мы должны все равно как коллеги быть. Если ты хочешь, и тебе приятно, также на любой работе, если ты хочешь с коллегой общаться, тебе никто не запрещает, хоть, можете дружить, там, хоть что делаете, скажем так, да? Комфортное Да, времяпрепровождение. То есть если тебе некомфортно с каким-то конкретным человеком находиться или общаться, я считаю, что в этом нет ничего такого. То есть я не могу кого-то винить, если кто-то со мной не хочет общаться, например. Ну да. Прозрачность, на самом деле, очень важно прозрачно, мне кажется, просто мыслить. Не вот эта хуйня. Меня обижают твои слова, типа, понял? Психологически. Нет, такого вообще у меня нет. То есть я такой человек, я просто сам эмоциональный сам по себе. То есть я могу, скажем так, даже с тобой зарубиться, да, мы с тобой зарубимся, Да. но сегодня будем даже, не будем разговаривать друг с другом, но на завтрашний день все равно ты должен понимать, что нужно нужно искать, на самом деле, смысл в словах. Когда человек пытается тебе что-то сказать. Понятно, людей много эмоциональных. По-всякому все высказывают. Кто-то более спокойно, кто-то наоборот, да, не подбирает слова. Нужно смысл слушать слова, на самом деле. И я считаю, что прозрачность – это вообще must-have в команде. Без прозрачности мы не можем, команда не может двигаться вперед, потому что какие-то недосказанности постоянные копятся, да, и потом это на игру просто влияет, скажем так. Я не знаю, Как что есть. будет. Мы приедем в Москву, пару дней расчилимся, у нас будет встреча с руководством, будем общаться насчет дальше вектора развития нашего будущего. Возможно, будет замена, возможно, не будет, посмотрим. Надо думать. Тяжело, на самом деле, очень тяжело. Надо думать, много подумать об этом. Наверное, я говорю, ждут перестановки состав ВП и полностью пересобирать, руководство будет общаться с игроками, полностью перестройка команды и всего вообще, что можно быть. Чувствуется такое, что будет какая-то, глобальная перестройка. Что дальше будет? Не знаю, что дальше будет. Много мыслей, какие решения можно принять, замены, не замены. Не знаю. Их настолько много вариантов, что я не знаю, какой правильный. Это уже не нам решать. Команда будет? Конечно, будет команда. Посмотрим, какая. Да, не знаю. Никто ничего не знает. Неопределенная ситуация. У тебя есть видение идеальной команды? У меня есть видение, то, как я бы, наверное, хотел видеть коллектив и каким бы я его сделал. Вот так вот, скажем так, опираясь на предыдущий опыт в предыдущих коллективах, сработать с другими людьми, с другими капитанами. В целом, если честно, я даже не хочу об этом думать в той степени, что условно, и не то чтобы все перекладываю на организацию, но по итогу им решать, и им решать размах изменений, и им решать условно вектор этих изменений, в какое направление они должны пойти, то есть кого убирать, как много человека убирать и так далее. То есть тут все от очень многих факторов зависит, насколько большие будут изменения. Поэтому загадывать и прогнозировать как-то большого смысла это не имеет. Дальше неизвестно, что будет. Будем думать. Никого это не устраивает. В команде нет людей, которые готовы ради зарплаты проигрывать. Тут любой готов уйти, если не сделать оптимально для него. Для каждого игрока, если не сделать оптимальные условия, игрок не захочет находиться в этой команде. Сейчас, я думаю, все готовы ко всему и готовы и поменяться, и не держаться, если что, двигаться вперед. Ты готов к этому? Да, безусловно. Важное время подумать, переосмыслить все это, двигаться дальше. Я еще не знаю, то есть у меня как два пути. Оставаться, либо не оставаться. Это если в самый край вилки брать. Если я остаюсь, то в какой форме? Капитан, не капитан, снайпер, не снайпер. Игрок, не игрок, может быть тренер даже, я не знаю, рассмотрю, либо медиа какой-нибудь человек, либо я беру перерыв, не остаться. Если я не остаюсь, то куда я ухожу? Хочу ли я продолжать, как я хочу продолжать, где я хочу продолжать, либо я хочу сделать перерыв, либо я хочу пойти даже в академку тренером, игроком, рифлером, снайпером, капитаном, там уже много всего. Либо медиа человеком быть, либо уйти, не знаю, просто из киберспорта на время. И это надо все подумать, готов ли я, хочу ли я, получаю ли я удовольствие, либо мне просто надо банально заняться здоровьем,
потому что, ну, вдруг я уже не горю этой игрой так, как до этого, и просто мучаю себя, мучаю там окружение свое, которое в команде. Примеры вроде вот Нави этого состава, понял? Что полгода у них были проблемы жесткие, там вот как у нас период сейчас, может, даже больше, когда они там с Саней Симплом были, вышли в плей-офф ЕПЛ, а потом там 5 турниров они проиграли. Чудом, как все говорили, выиграли мажоры, потом пошло, выиграли Рио, там, или что, Рио выиграли, да, не Рио. Выиграли Блас, по-моему. ЕВЦ выиграли, да, и все. Тоже такое бывает, но тут уже спасает, наверное, система, понял? Шаблон, типа. Да, ну, понятно, типа структура, понятно. система, да, и совокупность многих факторов. Что ты скажешь фанатам? Спасибо просто за поддержку. Ну, я просто сейчас абстрагировался, если честно, от этой всей... Потому что там больше говна, чем... Нет, просто я сам как-то себя закрыл в каком-то куполе и не хочу вообще читать там комментарии, паблики. Стараюсь, короче, не заходить никуда, ничего не выкладывать, потому что не прям это меня аффектит, но я просто не хочу это видеть, этот негатив. Просто не кайф это читать. Даже, вообще, на самом деле, позитива тоже очень много. В личку особенно пишут много позитива. У меня есть чувак, который мне, я не знаю, сколько сообщений, там, 20, наверное. Он после каждого луза мне пишет: нормально, сейчас разгонитесь, все четко, типа, красавчики. Блядь, просто даже стыдно ему что-то написать. Братан, если ты это посмотришь, спасибо тебе. Немного таких людей. Спасибо реально фанатам, которые смотрят, болеют. Спасибо, что болеете за нас. Даже в такие самые ужасные времена для команды. Но мы обещаем вернуться точно сильнее. От себя скажу, я сделаю все возможное от себя зависящее, чтобы вернуть снова ВП на вершину. Я считаю, там им и место. Нам, скажем так, нашей команде. Хочется как-то, знаешь, типа, извиниться по-любому перед фанатами за ужасную игру на протяжении всего сезона. Не тот уровень, в который мы претендуем. Всегда хочется большего, но по иным причинам просто этого не будет. Поэтому, просто извиниться хочется. Все. Последние полгода, наверное, я говорю, это прям были тяжелые полгода в карьере, и я прям минимальное количество времени проводил в соцсетях, не выходил на связь. Реально был тяжелый период. Хочется сказать фанатам, которые реально поддерживают нас, смотрят нас, болеют: спасибо большое, вы, потому что реально крутые человек. Мы, на самом деле, видим людей, которые поддерживают, и ценим их. Также хочу сказать, что мы все понимаем, чего вы ждете от нас, и всегда стараемся делать то, чего вы хотите увидеть, и всегда стараемся выигрывать. Главное, продолжайте верить, болеть и писать продуктивные и объективные вещи в комментариях. Я ненавижу проигрывать даже больше, чем люблю выигрывать. День, когда ты проиграл, его просто, не существует. День, когда ты выиграл, это солнечный день где-то на берегу моря с пальмами, понял? Вот он итог. Дай бог, чтоб у тебя лично было больше дней с пальмами. Спасибо. Дождливые дни, они тоже неизбежны, конечно. Как говорила мама Kanye West, even if you are not ready for the day, it cannot always be night.